Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В этом видео выполню наращивание на самой себе. Ну что, друзья, поехали. На правой руке я уже успела себе выполнить коррекцию, и ногти уже отросли, а на левой все никак. Честно, даже не знаю, сколько этим ногтям, думаю, больше месяца, поэтому, конечно, им требуется коррекция. Но в этот раз я психанула. Ходила я больше полугода с такой формой и решила ее поменять. Вы знаете, что до этого я всегда ходила с длинным миндалем, но после травмы на правой руке, на среднем ногте, когда я его сорвала, когда там был гной, в общем, вы тоже это все видели, преображение в предыдущих роликах, я осталась с небольшой длиной ногтей и вот такой формой скву-овал. Кстати, под предыдущим видео с обзором на товары с Wildberries некоторые писали комментарии: «Марина, что у вас с ногтями? Что это такие за ногти?» и так далее. Ребят, эта форма не квадрат, это форма скву-овал. Помимо всего, это арочные ногти. Это не плоские лепешки. Они имеют свою арочность, благодаря чему они прочные. Как видите, ногти относились больше месяца, нигде не треснули, не лопнули. И мало того, даже нет никаких отслоев. Поэтому я считаю это хорошим результатом для моих ногтей. Опять же, по предыдущим роликам вы знаете, что у меня не совсем хорошая носибельность покрытия, что бывают отслойки. Сейчас они есть на свободном крае за счет того, что ногтевая пластина скручивается, но я рада, что победила отслойки в зоне кутикулы, благодаря технике правильного нанесения геля с растушевкой к зоне кутикулы. Ну а я снимаю все старое покрытие до тонкого слоя, никогда не допиливаю сразу фрезой до натурального ногтя во избежание его истончения. А ногти сами по себе от природы у меня очень тонкие, просто как пергаментная бумага, и на них, конечно, хуже все держится, носится. Что касается маникюра на самой себе, вы знаете, у меня двоякое ощущение. Я и люблю этот процесс, потому что он как медитация для меня. Я обычно включаю себе какие-нибудь видео познавательные, онлайн-курсы, слушаю подкасты, наслаждаюсь, делаю маникюр себе, а с другой стороны на это тратится больше времени и энергии. Поэтому этот процесс тоже нельзя назвать суперлюбимым занятием. На самом деле я давно себе хотела выполнить такой маникюр с сердечками, думала, сделаю это чуть позже к предстоящей поездке, но поскольку нужно было снимать видео, я думаю, вот он тот случай, когда нужно переделывать себе ногти, делать новое наращивание, ну и тогда этот дизайн тоже сделаю. Вот поэтому я ни чуточки не пожалела. Дизайн, который я выполнила в конце этого видео, меня очень порадовал, я в него влюбилась, и многие окружающие делают комплименты. Поэтому смотрите видео до конца. Дизайн совсем не сложный, но я уверена, понравится многим. Но на себе я выполняю комбинированный маникюр. Для этого сначала приподнимаю кутикулу алмазной насадкой пламя с красной насечкой, потому что кутикулы немного. В избежание ранений, особенно синусных поворотов, лучше работать красным абразивом, в моем случае. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Много раз рассказывала вам о том, что кутикула у меня хоть и небольшая, но очень много противного птеригия, который нужно тщательно вычищать. Вот кажется, что кутикулы практически нет, но когда я перехожу к срезу, видите, вот эта полосочка, колбасочка, она есть. Такую кутикулу, как у себя, я называю скрытой. Бывают такие клиенты, приходишь, смотришь, вот вроде бы и нечего срезать, но как только берешь в руки ножницы, кутикула срезается полосочкой. Ну и после среза ножницами немного пошлифуем поверхность кожи. Это же насадкой в положении реверс на небольших оборотах, чтобы не прижечь кожу. Смотрю на ногти, какие-то они у меня стали сухие, хотя несколько раз я наносила бескислотную базу. Для хорошей сцепки я себе всегда наношу бескислотный праймер. У меня от Космопрофи, он с липкостью, поэтому обеспечивает хорошую сцепку. И в качестве подложки я также использую
база от Cosmoprofi, это Rubber Base, она пластичная, то есть будет повторять изгибы ногтевой пластины, это то, что нужно для моих тонких ногтей. Если ногти у ваших клиентов нормальные, то пластичную базу не обязательно носить, можно носить и любую другую, поскольку у нас тут нет свободного края, он будет полностью состоять из твердого материала, он не будет изгибаться, поэтому можно подобрать любую базу. Но в моем конкретном случае за счет гибкости ногтей, конечно, требуется и гибкая база. Можно носить кистью из флакона, но когда делаешь сам себе, большая вероятность затеков, поэтому я использую плоскую кисточку. И сушим в лампе. А теперь подготовим нижние шаблоны. Многие скажут, зачем наращивать себе на нижние формы, ведь гораздо проще на верхние. Но поскольку ногти у меня вверх растущие, то и ногти с верхними формами получаются немного взлетными. Меня такая картина не устраивает, плюс меня не устраивает объем поверху, меня не устраивает пелёшка снизу. Я люблю чистоту выкладки на нижние шаблоны, поэтому всегда себе делаю на нижние формы. А также говорю мастерам, что нужно уметь работать в различных техниках и уметь наращивать на нижние формы, и на верхние, и даже на гелевые типсы. Под каждые руки клиента и под каждый запрос будет определенная техника. Моя задача вырезать углубления в форме, а также сделать насечки для того, чтобы форма хорошо обжималась под пальцем. И боковые валики ее не раскрывали, чтобы ногти не получились плоскими. Почему плоские ногти это плохо? Потому что им не хватает укрепленных боковых ребер жесткости, и такие ногти, как правило, от одного удара тут же ломаются. Я уверена, вы знаете такие случаи, либо у вас такая ситуация была, либо у ваших клиентов. Всегда лучше делать ногти с небольшой аркой. А мы склеиваем форму и устанавливаем. Подложку буду выполнять из молочного геля. Это мой самый любимый гель в коллекции у Cosmoprofi. Называется он Milky Pink. Это невероятно популярная позиция. Вот у нас в магазине он просто раскупается очень быстро. А все почему? Потому что сейчас невероятный тренд на такие молочные оттенки, особенно когда они с розовым подтоном. И я любитель в том числе такого тона. Уже не раз себе моделировала ногти именно при помощи этого геля. Делаем тонкие подложечки, сразу выкладываю нужную мне форму миндаль. Как вы обратили внимание, форму нижней шаблоны я склеила в острую иголочку для того, чтобы получилась у меня миндалевидная форма. Не выкладываю объемы, не выкладываю плюшки, не выкладываю на центр ногтевой пластины. Стараюсь работать максимально чисто и аккуратно, чтобы сократить время на поверхностном опиле. Хочешь быть мастером маникюра, но при этом уделять время себе и семье, и при этом не жить в кабинете? Тебя терзают страхи и сомнения, что ты можешь не угодить клиенту? Приходи на вебинар, я развею все твои страхи и сомнения. Мастер маникюра может и должен зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, при этом работая в удовольствие. Приходи, я буду ждать тебя. Ссылка на регистрацию на вебинар находится под видео. И вот теперь после просушки мы уже будем выполнять основной моделирующий слой. Для этого промазываем ногтевую пластину тонко материалом для распределения, ставим каплю и растягиваем ее по принципу выравнивания базы. Все то же самое. Можно даже перевернуть руку и помочь себе тонкой кистью распределить материал на наивысшую точку. Все проверяем по поверхности и ставим в лампу. При необходимости поджимаем по точкам вроста, не выше их во избежание бокового анихилезиса натуральных ногтей. Ну, в принципе, и все. Наши ногти уже готовы. То есть, получается, за 2 этапа, за 2 шарика мы сделали полную выкладку. Это подложка и плюс архитектура сверху. Самое главное теперь аккуратно снять нижние шаблоны, потому что часто бывает такое, что мастера усиленно снимают их и просто отдирают свободный край. Конечно, и клиенту неприятно, и обидно, что ты столько ставил, мучился, вырезал эту форму, а свободный край оторвался. Поэтому делайте это очень аккуратно, сжимаем формочку и снимаем вниз.
В лампе так прикольно светится эта база, у нее есть такой ультрафиолетовый оттенок. Это делается для того, чтобы цветной пигмент не проникал в ногтевую пластину, для того, чтобы он не желтил. Наверняка вы сталкивались с такой ситуацией, когда нанесли неоновый гель-лак на базу, и на нем проявляются такие пятна, кляксы, как будто бы другого цвета, как будто бы гель-лак изменил свой цвет. Вот часто это бывает по причине высококислотных баз, либо у тех, у которых нет ультрафиолетового фильтра. Нам осталось только слегка придать форму, а также можно пройтись по поверхности, если есть какие-то неровности. Мне нравится четкая прямая линия от наивысшей точки к свободному краю. Не люблю такую округлую сферическую поверхность за счет переворачивания руки, потому что ногти сразу выглядят очень объемными плюшками. Гораздо красивее, когда ногти четкие, с правильными прямыми линиями, тогда они выглядят дорого. И клиент это тоже видит на самом деле и готов за это платить больше. Поэтому навык правильного опила – это тоже очень важная вещь. Забафила поверхность, и теперь переходим к дизайну. Для этого нам потребуется розовый гель-лак и розовый с блестками. Вот такую милоту будем делать. Это просто сердечки. Можно было бы их выполнить при помощи дотса. Дотса у меня такого размера нету, я попробовала чуть меньшим диаметром. Это не совсем удобно, мне на самом деле проще даже рисовать тонкой кистью. Рисую сердечко и просушиваю портативную лампу для того, чтобы материал не растекался. Вот тут на этом моменте я прямо даже немного подзависла, как-то ушла в себя, ушла в процесс создания этих сердечек. Вроде бы это совсем просто, несложно, но так вот по-милому. Так прикольно, и мне от этого хорошо. Я смотрю на эти ногти и любуюсь. Если вы возьмете себе такую идею в копилочку и выполните дизайн на ком-то, отмечайте меня, мне будет тоже очень приятно посмотреть. Но решила только на розовых сердечках не останавливаться, поэтому добавила еще блестящие. Они, кстати, просто невероятно смотрятся на солнце. Я прям смотрю и радуюсь. А на большом пальце сделала большое сердечко. Сначала прокрашиваю розовым и просушиваю. Добавляю этот же блестящий розовый и на него прямо на непросушенный слой ставлю стразы. Вот мне захотелось, чтобы еще был больший блеск. Я знаю, что стразы сейчас не особо в моде, но почему-то у меня была именно такая задумка. Конечно, можно делать и без страз, можно делать и без большого сердечка, и располагать их по-разному. Но опять же, на мой вкус, так получилось очень мило и здорово. Все, нам осталось все перекрыть топом без липкого слоя. Самое главное, стразики. Стразики не перекрываем для того, чтобы они блестели. Очень аккуратно вокруг обводим тонкой кисточкой, топом, чтобы не попасть на сами стразики, иначе они превратятся просто в капельки. Вот такой эффект. Ой, друзья, я прям не могу, я прям любуюсь этими ногтями. Я просто в восторге, если честно. Понравился результат? Ставьте пальчик вверх, смотрите другие видео на моем канале с маникюром на себе. Не только наращивание, но и покрытие гель-лаком. Но я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!